Wi-Fi 6 роутер, Acer Predator Connect, это W6X. Знаете, что самое интересное? Я очень люблю Acer, очень люблю Predator серию. У меня Predator есть ноутбук. Именно для этого я брал Predator именно за приоритизации. Здесь очень интересный гибридный QoS, который, вот знаете, так визуально вы берете и перетягиваете устройство для приоритизации, например, игровой, стриминга и тому подобного. Это не значит, что он там на каком-то мега интеллектуальном уровне распределяет трафик. Нет, вы сами отвечаете за то, какое устройство будет приоритизироваться. И это все делается настолько просто и отлично. Да и скорости у него, кстати, очень неплохие, и покрытие хорошее. Поэтому простой, нормальный роутер с USB-шечкой 3 на канале Технозон. Поехали. В общем-то, откладываю. Сейчас посмотрите на распаковочке. Теперь посмотрим на сайте продавца, вернее, не на сайте производителя, что же у нас там есть в технических спецификациях. И, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. А ссылки на роутер я закину в описании под это видео. Predator Connect W6X Wi-Fi 6, беспроводной маршрутизатор. И тут сразу с технических характеристик. У нас он 2 ГГц. 4-ядерный процессор с 1 гигабайтом памяти, на секундочку. Теперь у нас есть там 5 ГГц, 2,4 ГГц, USB 3.0 Type-A, и у нас вот этот вот Ethernet, который, ну не Ethernet, а WAN порт, он у нас 2,5 гигабитных. Но остальные все порты гигабитные. То есть, во-первых, это роутер не самый дорогой, это в принципе конкретно сделано под игровую индустрию. Именно, знаете, убрали максимально там вот этих вот всех надстроек для того, чтобы всю мощность направить именно на гибридный QoS, на поддержку приоритизации трафика, различного трафика. Там прям вот я дальше покажу настройки различного трафика для разных устройств. Это правильно сделали. Теперь у нас с вами, ну здесь у нас минимум какой-то информации. Давайте посмотрим на вот такой вот страничке. Теперь гибридный QoS, видите, они его сразу заявляют. Wi-Fi Gaming, Trend Micro — это безопасность, да, это вот фактически антивирус, который встроен в роутер. Теперь поддержка Intel Killer технологии. Вот почему я говорю про игровую приоритизацию. Он поддерживает Intel Killer. Усиление уровня сигнала. У нас здесь все нормально с сигналом, кстати, действительно проверим. И совместимость с облачными играми. Ну, про Trend Micro тоже покажу кое-какие приколы. Больше здесь, в принципе, ничего такого интересного. Роутер самый простой. Вот самый простой, но эффективный. Поэтому мы сейчас переходим. Вот вы перейдете на страничку, сами почитаете. Переходим на распаковочку, на тесты и на выводы. Итак, Predator W6, Wi-Fi 6, AX6000 Dual Band. Смотрим, что у нас тут сзади заявляются. Итак, Intel Killer поддержка, Trend Micro, Windows 11 Chrome OS. Короче, он мультиплатформенный. И вот тут самое интересное: 2 ГГц 4-ядерный процессор, 1 ГБ RAM, 256 ГБ ROM. Гибрид QoS есть. И, в принципе, что, больше ничего здесь не вижу. Ага, внизу есть 802.11ax, 2.4 у нас 1024 QAM до 1,2 гигабита, нифига себе, в 2.4. В 5 гигагерцовом до 4,8 гигабит, это тотальная, то есть суммарная мощность с поддержкой 1024 QAM и поддержка до 215 устройств. Так что хорошо, да, 215 устройств как бы нормально. Блок питания, сразу смотрим мощность. Это у нас 30-ваттный блок питания. Патчкорд, все стандартно пока. Давай его как-то выколупаем отсюда. Так, вскрываем. Чиш! Упала. И теперь поворотные антенки. Поворотные они у нас практически во всех направлениях. Это хорошо. Эти штучки снимаем. Конечно же. Ой, все попадало, но не страшно. Все это нам, чтобы не мешало. Поехали. Весь в диффузорах охлаждения, чтобы вы понимали. И спереди, и снизу он весь. Можно подвешивать. В принципе, диффузоры есть, будет охлаждаться. Сзади порт интернет, 4 Ethernet, USB 3.0 и кнопка WPS плюс Reset. Больше ничего не вижу. Спереди, по идее, диодный у нас какой-то индикатор. И все, а больше ничего нету. А снизу резиновые кнопочки, не кнопочки, а ножки, чтобы не ездить. Да, он зафиксирован очень сильно. Короче, переходим и тестируем.
Итак, друзья, все начинается с теста скорости сети. Начинаем конкретно с 5 гигагерцового диапазона. Если посмотреть на, ну, здесь конкретно у нас, да, Wi-Fi 6, давайте смотрим, 2.4 у нас Connect 2400 на 2400, кстати, в 5 ГГц, 36 канал, сразу говорю 160 МГц, и дальше покажу некоторые особенности настройки 160 МГц. Давайте стартуем. Так, и мы видим с вами 1.7, 1.8, 1.9 будет, не будет? Смотри, Лиса, вообще топовые показатели, вообще 1800. Ждем. Сервер поднят у нас в студии на одном из наших серверов. Да ты что, 1800 на 1500 на 1600. Топ показателей. Кстати, я просто хотел вам показать сразу 1939 на 1600, но вы бы без хода тестов не поверили бы. Я, честно говоря, удивлен. Сейчас мы сразу тестируем 5 ГГц на дальность покрытия. Короче, подключаемся к нашему Wi-Fi 6 роутеру Predator. Смотрим, какой у нас Connect. У нас Connect 2.4, то есть он стабильно канальную скорость держит 2.4, хорошо. И будем тестировать то же самое. Включаем и стартуем. Получаем возле роутера, давай, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8. Лиса, идешь сейчас в дальний склад, то есть, чтобы вы понимали, у нас 165 квадратов офис. Дальний склад это, ну, очень далеко, на самом деле это у нас в одном углу моя студия, где я пишу, в другом углу студия склад. И получается у нас какое-то сумасшедшее такое расстояние, то есть с учетом всех перестенков, мы обычно там и проверяем. Именно там должно быть падение не более 60%, это для хороших роутеров. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Лиса, давай, там заходишь в склад и 1.8 на 1.6, как и было. Сейчас посмотрим, слушайте, очень пристойно. Тут же фишка этого роутера далеко не вот этих вот скоростях. Тут фишка, сейчас я вам основную фишку покажу на настройках, и вы будете удивлены. То есть нам сейчас важно протестировать, ну, фактически мы сейчас тестируем WAN, у нас он 2,5 гигабитный, честный. Мы тестируем с вами Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi 2.4, ну, LAN здесь гигабитный, LAN, и мы их, конечно же, тоже протестируем, чтобы было все честно. Так, смотрим, ждем Лису. Где там у нас Лиса? Сколько? 1200 на 1000. 1200 на 1000. Это отличные показатели, он не упал меньше 60%. Давайте сразу тестировать 2.4 ГГц. Так, смотрим 2.4 Connect. 2.4 Connect у нас 573 мегабита в секунду. Это канальная скорость. Давайте не будем путать. И 1800, 1600. Причем у нас такие нормальные скорости, я вам скажу, получаются. И здесь у нас будет 300 мегабит. При канальной скорости 500 с мелочью мегабит, 370-360 мегабит в пике. Это отличный показатель. То есть, ну, это прям вот топ. Это прям топ. Мы сейчас то же самое сделаем. Смотрите, 356 фактически на 200... Ну, сейчас выдаст у нас конечный показатель на 277. Мы то же самое делаем на нашем смартфоне. Давайте, у нас 2.4 подключено. Давайте смотрим. И у нас WPA3 с канальной скоростью 309 мегабит. Хорошо. 309, так 309. Тестируем возле роутера. Получаем на смартфоне 200... Ну, 150, 170, это очень хорошие показатели на самом-то деле. С учетом того, что 2.4 ГГц мусорный канал, который уже там установлен везде, и вот там очень, во-первых, мало каналов, у нас там пропускная способность маленькая, 40 МГц максимально, обычно 40/20. Сейчас Лиса идет, тестирует, и мне интересно падение. С учетом того, что здесь есть IoT сеть, есть у нас гостевая сеть, можно там кому-то выделить из гостей. 200 на 144. Так, Лисичка, давай, побежала. Тыгадык. Поскакала. 140 на 70? Ну, отлично. Ну, давайте так. 2.4 давно не был уже таким, знаете, эталонным показателем. Я вам скажу так. На большом покрытии есть падение в 2.4, 5 ГГц работает лучше. Падение у нас составляет порядка 50% на, порядка 60% на загрузку. Мы, в принципе, на это и рассчитывали, такой номинальный показатель.
В принципе, нам остается проверить, а ну включай LAN на J45 в этот ноутбук, и мы сейчас проверим еще, конечно же, тест, черный кабель вот в этот, или он белый включи, который у нас подсоединен. Сейчас, да, нет, вот так вот просто включаю в Type-C-шечку, все. У нас сейчас мы подключаем LAN, ждем, Connect. Так, мы подключили LAN на J45, давайте обновляем, и тут у нас чистый гигабит должен быть, тут как бы вопросов никаких не будет. 960, 970 плюс служебный трафик, в принципе. И сейчас получаем чистый гигабит, по сути. Слушайте, но WAN-порт 2,5 гигабита честный, он пропускает 2,5. LAN-порты гигабитные честные. Wi-Fi с неплохим очень даже покрытием. Ниже 60% не падает, а даже больше показывает. То есть по покрытию 5 ГГц отличный. 2,4 хорошие скорости невдалеке от роутера. Падение составляет номинально, то есть я не скажу, что 2,4 топ. Но оно работает. Хотя, в принципе, для чего 2,4 сейчас нужен? Для устройств умного дома. 140 на 70 при отдалении в 160 квадратной студии в самый конец, ну, поверьте, это уже тоже нормальный, хороший показатель. Хорошо, все, теперь переходим к управлению этим роутером. Итак, мы в панели управления, информационная панель, мы видим тут Connect, видим у нас расписание Wi-Fi, то есть есть хост Wi-Fi, гостевой Wi-Fi в умном доме, и внизу, что у нас на какой LAN подключено. Тут как бы все очень просто. И вот гибридный QoS, это вот та функция, ради которой этот роутер можно брать игровикам. Почему? Теперь смотрите, в чем фишка. Как вообще работают игровые роутеры? То есть берется игровое устройство, и оно приоритизируется по принципу того, что пакеты он раскидывает конкретно этого устройства в приоритет. А тут еще и скорость можно задавать. Теперь смотрите, у нас есть 4 уровня приоритета. Экстремальные игры, это игры, и игры в реальном времени, допустим. Игровой порт подключен, игровая приставка PS, Xbox, Switch. Далее, высокий приоритет стриминг. Это Fire TV, Roku, Chromecast, Smart TV. Обычный приоритет — это компьютеры, смартфоны, другие устройства. И четвертый — это приоритет Killer 4. И низкий приоритет — это Killer 5 и 6. Облачная загрузка. Устройства IoT, носимые. И тут у нас немаловажный аспект. Он поддерживает устройство Killer. В частности, именно это касается сетевых контроллеров Killer. Например, мы берем вот этот вот ноутбук мой и закидываем его в экстремальный. Приоритет для, допустим, OnePlus мы закидываем высокий, обычный приоритет, либо низкий приоритет. То есть таким вот образом делает. И тут еще не все. Мы можем настроить с вами пропускную способность для каждого из приоритетных диапазонов, то есть из каждой из приоритетных зон, да, там, допустим, для экстремального мы можем поставить там 95, а всем остальным раздать по 2, по 3, по 10%. Это очень классная тема, то есть она очень простая в управлении. И именно из-за нее я, в принципе, как бы вот так вот и зацепился. Теперь у нас есть, быстрая установка, в принципе, тут такое, настройки WAN. В самом WAN тут ничего интересного для нас. Есть варианты подключения через DHCP, статический IP, PPPoE. Есть поддержка демилитаризованных зон, есть пингование WAN, брандмауэр стандартный, сквозной NAT, переадресация портов и VPN-сервер. Давайте сейчас переадресация портов отсканируется. VPN-сервер на базе OpenVPN и IPsec VPN. Также есть поддержка DDNS. В состоянии Wi-Fi у нас есть базовые настройки с поддержкой WPA3, даже миксованные WPA3, WPA2 есть, и 5 ГГц. А вот в расширенных настройках мы можем увидеть каналы. С каналами все очень интересно. Каналы у нас от 1 до 13 в 2.4. Тут как бы все стандартно. Есть у нас миксованные режимы работы по типу Legacy BG, BGN и BGN AX. То есть Wi-Fi 6 для 2.4 диапазона. Немаловажный аспект. Пропускная способность есть авто либо 20, либо 40 и по 5 ГГц. По 5 ГГц немаловажный аспект. Когда вы только покупаете этот роутер, у вас будет работать 80 МГц. Чтобы включить 160 МГц, вам необходимо включить DFS, и тогда, у вас будут DFS-каналы работать, и появится 160 МГц. Тогда вы можете выставить любой канал от 36 до 165. Дальше у нас есть здесь фильтр Wi-Fi MAC, то есть вы можете конкретно добавить, фильтрация доступа, и можно добавить до 32 устройств. WPS, Wi-Fi в умном доме, вы можете включить, она изолированная точка, и при этом она еще там дальше в безопасности будет тоже защищена через тренд микро. Гостевой Wi-Fi можно включить, и ACS, это оптимизация, скажем так, каналов вашего роутера, он сканирует, скажем так, сетевое окружение вашего дома и выставляет оптимальные каналы. Теперь LAN настройки. Тут абсолютно все стандартно. Состояние LAN и настройки
настройка шлюза, грубо говоря, прописание, допустим, каких-то IP-адресов, DHCP-сервер, ничего интересного. IPv6, домашняя сеть, и вот здесь вот у нас уже пошло настройка сетевой безопасности. Здесь у нас есть блокировка вредоносных сайтов, это общая защита, блокировка сетевых атак на устройство и блокировка IOT, защита IOT, это устройство умного дома, то есть различные уровни погружения, скажем так, есть, они все активированы. Родительский контроль, контроллер веб-сайтов и приложений. Здесь мы можем вообще все интересно делать. Например, выбираем устройство OnePlus 12 и блокируем ему взрослый контент, мгновенные сообщения, коммуникации, это мессенджеры, допустим, торренты и стриминг. То есть выбрали стриминг, заблокировали, и больше там, допустим, ничего работать не будет. Вот так вот. Интересно? Интересно. Родительский контроль хорошо, спасибо. Система. Ну, по системе тут все: замена пароля, языки, резервное копирование, восстановление. И есть USB-накопитель. Тут есть Samba окружение, сетевое окружение Samba. Это Samba сервер. Я его подключил, и мы можем его даже потестировать на скорость. То есть берем, копируем с него большой файлик. И смотрим на скорость 92 вот там в пике мегабайта в секунду. Мегабайты это не мегабиты. Для того, чтобы получить мегабиты, мы 92 умножаем на 8. Получаем 736 мегабит. То есть этого хватит, допустим, для просмотра любого контента, для быстрого хранения, копирования и восстановления файлов. Тут как вариант. То есть это все работает. Ну и управление основным светодиодом. И все. Больше ничего здесь нет. Занятный роутер получился. Переходим и резюмируем. В качестве выводов скажу, вот реально серия Predator простых и очень понятных роутеров, и мы все понимаем, для чего они нужны. Если вам нужно, ну, хотя, прикиньте, Samba есть, да, если вам нужна какая-то мультимедийная станция, то это не для вас. То есть там кино посмотреть можете там в другом месте, хотя, ну, через него, в принципе, через на Sambu закачали, в любом ТВ-боксе эту Sambu подключили, да, в Explorer, и смотрите с него там, какие файлы вы храните, да, какое-то минимальное хранилище тут есть, именно с минимальным функционалом хранилище достаточно быстрое. Обеспечить именно быструю работу устройств с максимальным покрытием, вот цель этого роутера, серии Predator Connect. Поэтому мы рекомендуем, ну, я по-другому ничего не скажу, я его сам использую. Predator. Сам использую, поэтому с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.